Хай-хай! С вами не Ивангай, а с вами Сергей. Но Ивангая мы сегодня и будем плести. Вот такая большая фигурка Ивангая у нас получится, выполненная по технологии фреска. И я думаю, что сложностей при плетении у вас не возникнет. Схему вы можете скачать по ссылке, которая находится в описании к этому видео, распечатать ее и очень удобно вам будет плести. Если у вас нет принтера, то вы можете эту картинку просто открыть на своем экране и при плетении на экран смотреть. Когда вы сплетете такую фигурку, то если вдруг вам посчастливится быть на фан-встрече у Ивангая, то вы вполне можете такой подарок ему подарить. Я уверен, что ему понравится. Ну что, давайте приступим. Подготовьте ваш станок. Один его ряд снимите. Нам понадобится всего 2 ряда. Основы расположите таким образом, чтобы в центре их не было, потому что в процессе плетения фреска у нас будет вылезать между рядами в нижней части станка. Открытые стороны столбиков первого ряда смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Если у вас станок неразборный или вы привыкли работать, когда все столбики смотрят в одну сторону, то используйте вашу раскладку. Но мне же в процессе плетения удобно поворачивать станок другой стороной, чтобы здесь снимать петельки. И поэтому здесь я вправо, а здесь влево столбики расположил. Теперь распечатайте схему, или если у вас нет принтера, откройте ее на компьютере, и мы начнем работу с первого ряда. Как видно на схеме, первые 2 столбика, первую пару мы пропускаем, а начинаем работать со второй пары, где накидываем светло-коричневые резинки для волос. Работу мы начинаем с головы Ивангая. Берем первую пару и накидываем на вторую пару столбиков. При накидывании поворачиваем резинки 8. Затем еще одну пару светло-коричневых резинок. Если вы используете оригинальные резинки Rainbow Loom, то используйте цвет карамель, как в моем случае. 3 пары я накинул. Далее идут 2 пары темно-коричневых резинок. Опять же, при накидывании поворачиваем их 8. И опять же, если вы используете оригинальные резинки Rainbow Loom, то используйте цвет, который входит в состав набора цвета кожи. Это темно-коричневый цвет. 2 пары я накинул, затем пара светло-коричневых и 3 пары темно-коричневых. Поворачиваю 8 каждый раз. Готово. Еще раз давайте проверим, все ли у нас так. 3 светло-коричневых, 2 темно-коричневых, 1 светло-коричневая и 3 темно-коричневых. Теперь накидываем поперечные резинки, в моем случае прозрачного цвета. Если у вас нет прозрачных резинок, то вы можете выбрать любой другой цвет, например, бежевый. Этого цвета в любом случае не будет видно, потому что он будет находиться как бы внутри фрески. И накидываем резиночку на 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. А еще одну резинку накинем на 6 столбиков. То есть мы начинаем вот отсюда и тянем через 3, еще и еще. Это я делаю для того, чтобы голова Ивангая была такой более плотненькой и не расширялась в самом начале. Здесь на 5 и здесь на 6 столбиков. Следующий ряд. Накидываем 2 светло-коричневых резинки. В этот раз уже не нужно поворачивать 8, и во все последующие практически разы 8 нам поворачивать пары не нужно. Потом идет темно-коричневая пара. 2 светло-коричневых. 1 и 2. И 4 пары
темно-коричневых. Раз. Два. Три. Четыре. Замечательно. Теперь можем взять крючок и снимаем вот эти поперечные прозрачные резинки с правой стороны в левую сторону. Потому что если мы слева будем снимать, то видите, у нас здесь правая резинка накинута выше. Поэтому нам нужно ту резинку, которая выше накинута, ее захватываем и скидываем со столбиков к центру. Вот она у нас получилась, между столбиками находится. И левую прозрачную резинку тоже скидываем. После этого захватываем нижние пары на каждом столбике и скидываем их к центру. Еще давайте условимся, где у нас будет лицевая сторона, а где задняя сторона фрески. Я предлагаю лицевой сделать ту, на которой, то есть станок стоит основами от нас. И поэтому вот эта сторона получается лицевая. Это нам нужно будет для того, чтобы мы не перепутали в процессе плетения, где у нас левая сторона, а где правая. Я с каждого столбика снимаю нижнюю пару. Теперь, чтобы было удобнее работать с дальним рядом, я просто поворачиваю станок другой стороной и уже снимаю резиночки здесь. Нижние пары с каждого столбика. Возвращаю станок лицевой стороной ко мне, опускаем все, что у нас получилось, вниз. И сейчас опять будем накидывать поперечные резинки. Одну на 5 столбиков, прозрачную, и еще одну на 6 столбиков, начиная с 4-го. Первый, второй, третий, четвертый. Следующий ряд, третий, 3 светло-коричневых резинки накидываем. 3 пары. Когда я говорю резинки, я имею в виду пары в данном случае. Три пары темно-коричневых. Две пары резинок цвета тела. Я использую резиночки из набора цвета кожи, оригинальный Rainbow Loom. Вы выбираете тот цвет, который сами захотите использовать для лица. Но он не должен быть слишком светлым, чтобы у нас выделялись глаза на фоне лица. 2 пары и затем темно-коричневая. Снимаем сначала поперечные резинки, прозрачные. Справа сначала снимаем на центр. И левую резиночку. И теперь с каждого столбика 2 нижних. Поворачиваю другой стороной, снимаю здесь. Опускаем то, что у нас получилось, вниз. Затем поворачиваем станок лицевой стороной к нам. И плетем следующий 4-й ряд. Сначала одна. Прежде чем накидывать резинки, давайте накинем прозрачные, прежде чем цветные накинуть. На 5 и на 6. А вот теперь накидываем непосредственно цветные. Сначала одна светло-коричневая. 3 темно-коричневых. Даже не 3, а 2 темно-коричневых. Раз и два, 2 темно-коричневых. Потом идет пара черных резинок, которые у нас символизируют брови. Потом 2 резинки, 2 пары цвета кожи. Одна
и вторая, и 3 пары черных резинок цвет бровей. Раз, 2 и 3. Снимаем поперечные резинки. Сначала правую, затем левую и нижние резиночки каждого столбика, нижнюю пару. Опускаем то, что у нас получилось, вниз. Поворачиваем станок лицевой стороной к нам. И накидываем опять поперечные резинки. На 5 и на 6. Следующий ряд это 5-й. 2 темно-коричневых. Затем идет глаз, поэтому белую пару, салатовую пару, 2 пары цвета кожи, опять салатовую, глаз, потому что идет, белую пару и пару цвета кожи. Снимаем поперечные и нижние резинки на каждом столбике. Особенностью следующего 6-го ряда является то, что он немножко уже, чем 5-й ряд. Вот здесь у нас должны быть 2 пустых пары столбиков, и поэтому нам нужно убрать резиночки со 2-й пары. Мы их просто берем, захватываем и переносим на соседнюю пару. С одной стороны и с дальнего столбика тоже. И вот освободили 2 пары. Здесь опускаю резинки максимально вниз, впрочем, как и на остальных столбиках. Накидываем, как обычно, поперечные резинки. Так как у нас сейчас столбиков меньше, то мы накинем на 5 и еще на 5 с правой стороны. И накидываем следующий 6-й ряд. Сначала идет бежевая пара, белая пара для глаза, салатовая, две бежевых, салатовая, белая и бежевая. И это у нас получился 6-й ряд. Снимаем поперечные и снимаем нижние резиночки. Вот здесь у нас 4 резинки внизу. Мы их все захватываем и скидываем со столбика. Поворачиваю станок. Здесь тоже 4 захватываю внизу
Потому что, помните, мы с соседнего ряда перекидывали резиночки на вот этот. Опускаем то, что получилось, вниз. Накидываем сейчас поперечные резинки на 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Тоже на 5. Следующий ряд, 7, он у нас состоит полностью из бежевых резинок цвета лица. Снимаем поперечные. Снимаем нижние пары. Опускаем то, что получилось, вниз. И сейчас будем переходить к 8 ряду. Вы видите, что у него есть некоторые особенности. А именно, нам нужно начать работу со 2 пары столбиков. И сюда накинуть черную пару резинок. Но прежде, как обычно, давайте накинем поперечные. И это нужно не забывать делать. Первую пару черных резинок мы накидываем на 2 пару столбиков. И обратите внимание, когда мы накидываем на пустые столбики, мы должны повернуть 8 эту пару, что я сейчас и делаю. Далее идет 3 бежевых резинки. А на оставшиеся столбики, как обычно, накидываем без поворачивания 8. 1, 2, 3 бежевых. Затем рот. 2 белых. 1 пара. 2 пара. И 3 бежевых. Цвет лица. И это у нас последний получается слой лица. А следующие слои уже будут слои для создания тела. Снимаем поперечные резинки. 1, 2. И снимаем со всех столбиков резиночки нижнего ряда, кроме вот этих столбиков. Здесь у нас потому что нет ни нижнего, ни верхнего. У нас всего один ряд. А вот с этих столбиков снимаем. Опускаем вниз то, что у нас получилось. И накидываем поперечные резинки. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте накинем на 6 столбиков. А здесь накинем на 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий ряд, у него тоже есть особенности. Он начинается у нас с самой первой пары. Поэтому мы берем, как уже это умеем делать, и накидываем на пустые столбики пару резинок, и при накидывании поворачиваем 8. Далее у нас идет 3 пары черных резинок. Это уже идет тело. 1, 2, 3. Всего 4. Далее пара коричневых. Ой, простите, не коричневых, а серых. Серых. 2 пары салатовых. 1 пара, за ней 2 пара, затем пара серых. И далее 4 пары. 1, 2, 3, 4 пары черных резинок.
Раз. Два. Здесь пустые столбики, поэтому при накидывании поворачиваем восьмерками. И снимаем поперечные резинки. Раз. Два. На тех столбиках, где есть нижний ряд, снимаем его. Опускаем вниз то, что у нас получается. Уже начинает фигурка формироваться. Да и голову мы, собственно, уже сделали. И видите, уже вылезает в нижней части станка у нас Ивангаюшка. Давай, вылезай потихонечку. Мы тебе поможем родиться, потянув за резиночки. Видите, уже голова потихонечку вылезает. Далее накидываем поперечные резинки. Я предлагаю накинуть на 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь, наверное, получится 3 резинки нам накинуть. Так, давайте сделаем вот так. Так, здесь на 5 столбиков накинули. Затем 1, 2, 3, 4, 5. Еще на 5 столбиков. Вот отсюда начав. Чтобы у нас получился перехлест из прозрачных резинок. И здесь тоже на 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 3 резинки по 5 столбиков каждый. В некоторых местах получается перехлест. Это нам и нужно. И мы сейчас работаем с 10-м рядом и накидываем 4 пары черных резинок. Всегда обращайте внимание на то, чтобы станок у вас стоял лицевой стороной к вам при накидывании очередного ряда. Четыре пары черных, затем пара серых, 2 пары салатовых, пара серых и 4 пары черных. Это мы делаем, напомню, 10-й ряд. Снимаем поперечные резинки с правой стороны, начиная 1, 2, 3. И с каждого столбика резиночки нижнего ряда. Поперечные резиночки накидываем на 5 столбиков, затем вот отсюда на 5 столбиков и вот отсюда на 5 столбиков. И сейчас накидываем, получается 11-й ряд. И далее плетите вот это тело по схеме, которую, я думаю, вы уже поняли, до 21 ряда, где у нас заканчиваются руки. И я тоже это сплету за кадром, и мы с вами встретимся, чтобы продолжить работу. Итак, сейчас делаем 11-й ряд. Итак, я добрался до 21 ряда, накинул резинки 21 ряда и, как обычно, снял нижний ряд. Сейчас мы переходим к 22 ряду, это ноги, и вы на картинке можете видеть, что нам нужно освободить 3 пары столбиков. Давайте посмотрим, как это делается. Сначала мы переносим с самого левого столбика резинки на соседнюю пару.
Отсюда снимаю, переношу правее. И отсюда снимаю и переношу на соседний столбик, который расположен правее. Теперь на этих столбиках мы засовываем крючок сверху, отодвигаем верхние резинки, верхнюю пару, изнутри захватываем нижнюю пару, снимаем со столбика и накидываем на столбик, который находится правее. А вот это снимаем. Здесь точно так же. Я завожу крючок сверху, изнутри захватываю нижнюю пару, снимаю ее со столбика и накидываю на соседний, который находится правее. А вот эту часть просто скидываю. Одну пару мы освободили, даже две пары, но нам нужно еще освободить вот эту. Для этого мы заводим крючок сверху, отодвигаем верхнюю пару, изнутри захватываем черную пару, снимаем и накидываем правее. Вот эту часть просто снимаем. Здесь точно так же отодвигаем верхние бежевые резинки. Я поверну станок, чтобы было лучше видно. Изнутри захватываю черную пару, снимаю, накидываю на соседний, а вот эту часть скидываю. Таким образом мы освободили 3 столбика, что нам и требовалось. На 4 столбиках резиночки опускаем в самый низ. Еще нам нужно с другой стороны сделать то же самое. Освободить вот эту и вот эту пару. 3 пары. Мы переносим отсюда левее. И с дальнего столбика переносим левее. Захватываем изнутри пару. На соседний столбик ее перекидываем. А вот эту часть просто снимаем. На дальнем столбике отодвигаю верхнюю пару, захватываю изнутри нижнюю, перекидываю ее на соседний столбик, а вот эту часть просто снимаю. И еще немножко нам нужно передвинуть левее, изнутри пара сюда. И на дальнем столбике изнутри черную пару захватываем и переносим на соседний столбик. Отсюда скидываем. Опускаем, здесь 4 резиночки у нас получилось, мы их опускаем вниз. Я немножко подтяну само тельце ивангая. И сейчас мы можем перейти к плетению следующего, 22 ряда, но сначала накинем поперечную резинку. Здесь у нас всего 6 столбиков, на которых находятся резинки, и поэтому мы накидываем одну резинку сразу на все 6 столбиков. И накидываю резиночки 22 ряда, как вы видите на картинке, это просто черные резинки. 6 пар черных резинок. Сначала снимаем поперечную резинку и затем нижние. Вот здесь на угловых столбиках у нас по 4 резиночки в данном случае. Здесь тоже 4 внизу. Поверну станок. 4. Здесь по 2 дальше идет. И здесь 4. Поворачиваем станок лицевой стороной к нам, опускаем вниз то, что у нас получилось. И следующий ряд у нас 23. Накидываем сначала поперечную резинку на все столбики, сразу на все 6. И накидываем 6 пар черных резинок 23 ряда. Скидываем поперечную и скидываем нижние резиночки. Таким образом, дальнейшее плетение у нас, плетение ног, далее однообразно. Нам нужно просто черные резинки плести до самого 29 ряда.
на 30-м ряде или ряду точно так же накидываем салатовые резинки, 6 пар. И я тоже сейчас это сделаю, доберусь до 30-го ряда, но за кадром. И мы с вами посмотрим, как эту фигурку нужно завершить. Я сейчас 23-й ряд сделал, и вы самостоятельно сделаете 24-й, 25-й и так далее до 30-го ряда. Итак, я добрался до самого последнего, 30-го ряда, который состоит только из салатовых резинок. Сейчас нам нужно эту фигурку завершить. Мы не накидываем последний раз прозрачную резинку, а после того, как сняли нижний ряд, мы делаем следующее. С дальних столбиков перекидываем салатовые резинки на ближние столбики. Здесь, здесь. На всех столбиках это делаем. Далее опускаем все, что у нас получилось, вниз. И нам нужно теперь поступить вот как. С самого правого столбика захватываем 4 резинки, то есть все, которые на столбике находятся, и аккуратно перетаскиваем их на столбик, который находится левее. На нем теперь у нас 8 резинок, 4 снизу и 4 сверху. Нам нужно изнутри захватить 4 нижних, отодвинув тыльной стороной крючка 4 верхних. Я захватываю нижнюю четверку, снимаю со столбика и накидываю на соседний, который находится левее. Теперь на этом столбике завожу крючок сверху, отодвигаю верхние, захватываю нижнюю четверку, снимаю и накидываю левее. Здесь завожу крючок сверху, изнутри захватываю четверку, снимаю и накидываю левее. И последний раз завожу крючок внутрь, захватываю изнутри четверку, снимаю и накидываю левее. И последний раз завожу крючок сверху, захватываю четверку, вытаскиваю ее и накидываю на крючок. Теперь все, что у нас с вами получилось, мы снимаем со станка. Чтобы удобнее было снять, я станок слегка разберу. И высовываю уже готового ивангая. Вот так. Единственное, что нам осталось сделать, это разобраться вот с этими резиночками, которые сейчас у меня остались на крючке. Для этого я беру 2 салатовых, накидываю на крючок, просовываю внутри 4 петелек, которые у меня на крючке находятся, другую часть накидываю на крючок и делаю петлю. Затягиваю, и эту петлю мы сейчас вплетем в нижние резиночки. Я захватываю в соседней петельке, крючок завожу, захватываю торчащие и вплетаю их внутрь. Далее в следующую петлю завожу крючок, захватываю торчащие и вплетаю их дальше. Следующую петлю. И так постепенно мы вплетаем все вот эти салатовые резинки, пока они не скроются с наших глаз. И последний раз, наверное, захватываю и вплетаю внутрь. Ну вот и все. Если чуть-чуть торчит, буквально капельку, то я думаю, ничего страшного нету от этого. Ну вот, наш ивангай готов. Единственное, что нам осталось сделать, это немножко его вот так по длине потянуть, чтобы резинки встали на свои места.
И, в общем-то, чтобы все отлично получилось. Ну, вот такая фигурка. Я думаю, что она вам понравилась и что вы бы хотели, чтобы мы сплели еще и другие скины, других персонажей, других блогеров, например, Фроста. Поэтому давайте договоримся, если это видео вам понравилось и вы хотите, чтобы я сплел Фроста, то давайте наберем 5000 лайков под этим видео, и тогда я сразу снимаю Фроста. Ну а за этот урок тоже ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и если подписаны, тоже еще подписывайтесь. И в комментариях напишите ваши впечатления, как вам такая фигурка, как вам такая фреска. Кстати, он довольно большой, довольно такой крупненький получился. Вот еще у меня есть один Ивангай. О, привет, Ивангай! О, хай! И до новых встреч! Пока!